Всем здравствуйте! В этом видеоматериале будет показан гайд по игре за немцев. Давайте начнем. Перво-наперво нам нужно изучить пулеметы, компьютеры и основу строения. Благо нам ячейки исследований позволяют. Мы должны начать строить заводики, исключительно только в тех областях, в которых очень много инфраструктуры. Например, тот же Бранденбург, Саксония, Вюртемберг. И тогда у нас будет все очень хорошо строиться. Вот мы поставили 4 линии, давайте перейдем к следующему. Свободные военные заводы. Я буду играть лично через пехотку, вы можете другую тактику использовать, например, через танки, но все же у меня будет упор на пехоту. Мы делаем упор на дополнительное оснащение, пехотное снаряжение и буксируемую артиллерию. Так, вот мы распределили, теперь нам нужно отменить все старые задания об строении судов подводных и наводных. Я лично играю через подводные лодки, мне так удобнее, и их не часто топят. Потом мы отказываемся от бессмысленной торговли вольфрамом с Швецией и покупаем резину у Голландии. Теперь нам нужно распределить фокусы. Рейнскую область можно ремилитаризовать потом. Сейчас нам нужна промышленность, поэтому мы берем 4-летний план. Так, теперь мы должны распределить все дивизии. Распределяем. Так, теперь мы должны выбрать дневник генералов и фельдмаршалов. Вот у немцев очень хорошие законы. Сразу у них есть частичная мобилизация, ограниченный экспорт и ограниченный призыв, что дает им нехилый буст в их развитии. 1 сентября 1939 года мы нападем на Польшу, или другого времени, когда у вас там фокус на Польшу закончится, который называется Данциг или война, то вы можете ее захватить или, скажем так, ее поделить с Советским Союзом, оставив себе Варшаву вот примерно вот по такому плану, либо захватить ее себе полностью, игнорируя пакт Молотова-Риббентропа, который вы можете взять по вот этому фокусу. Потом вы аншлюзуете Австрию. Нет, сначала вы аншлюзуете Австрию по тому же фокусу одноименному, аншлюз. Но он возможен только если у вас 500 тысяч людей на поле боя. Чтобы нам это сделать, нам нужно изменить шаблон дивизии и добавить 2 касочки. Либо наклепать таких дивизий, чтобы было на 500 тысяч людских ресурсов на полях сражений. Но для того, чтобы они были, нам нужно тренировать армию. Давайте этим и займемся. Вот на такой кнопочке. Потом со временем у вас будет снаряженка тратиться, но вы, надеюсь, будете ставить военные заводы там, где у нас нету снаряжения. А это можно посмотреть вот на этой ячейке логистики. И, скажем так, немножко заводиков туда направить вот таким образом. Если они у вас есть. Либо снимайте с конвейера другие, скажем так, очень важные вещи, которые для вашей армии нужны. И распределяете их по нужным. Потом после Австрии вы аншлюзаете Чехословакию с боем, конечно же. И у вас остается Словакия, либо вы ее всю аннексите, либо все делаете марионеткой. Без Судетской области. Судетская область будет считаться национальной после того, как вы аннексите Судетскую область. И будете оттуда получать ценные ресурсы и людские ресурсы. После того, как вы аншлюзаете Чехословакию, вы будете, если вы будете исследовать фокусом, то вы будете воевать с Данией и Норвегией. Данию вы захватите легко, тут все по сухопутке, а для того, чтобы захватить Норвегию, вам нужно сделать высадку. Показываю, как сделать высадку. Подготовительный процесс. Для того, чтобы сделать высадку, нам нужно посмотреть, какие есть войска на портах. Это делаем вот так, запускаем время. Берем только либо соединение, либо одну подводную лодку. Или что у вас есть там, какая единица подводного ресурса.
Вот, как мы видим, здесь никого нет, значит мы можем делать высадку куда угодно, где ее нет. И возвращаем ее в депо. Потом вы берете фокус обход линии Мажино, у вас фабрикуется цель войны против вот Бенилюкса. Вы, и очень важно, вы берете ремиттализацию Рейнской области, и менее чем за 20 или 30 дней вы захватываете весь Бенилюкс. Если вы захватите его, если вы начнете бой позже, то тогда Британия сможет сделать высадку на Бенилюкс, и тогда уже будет очень сложно его захватить. Там будут только просто орды британских войск и других, скажем так, марионеток Британии. Потом, если у вас все хорошо получилось, вы захватили весь Бенилюкс, вы идете, если у вас войска на этой границе, вы идете на эту границу, и отдельным, вот, например, вот у вас здесь будут стоять дивизии, и отдельным, скажем так, отдельной армией вы идете прямиком на Париж, попутно захватывая маленькие города и делая в котел очень большое количество дивизий противника. После того, как Франция покапитулирует, если Италия не оставалась в сторонке, тоже атаковала, то она возьмет себе фашистскую Францию, которая будет где-то вот так. И будет образовано новое правительство в Африке, в Индокитае и вот здесь. Под названием «Свободная Франция», которая будет с вами бороться вместе с союзниками. Я рекомендую вам, когда у вас фокус с СССР закончится, не объявлять ему сразу войну, а подождать и захватить полностью Британию. По таким способам, которые я показал. Но, что очень важно, отправляйте туда не менее 10 дивизий, чтобы они не смогли вовремя сориентироваться и прислать туда миллионы своих. Изначально у нас дается очень хороший флот, который состоит из большого количества боевых кораблей и не только. Так что проблем с этим не будет. У нас большая страна по меркам Люксембурга. Так что вот, я надеюсь, я вам объяснил, как начать играть за немцев. И надеюсь, у вас все получится. До свидания.